Здравствуйте, мои дорогие любимые представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я так надеюсь, наша добрая колода Таро языческих кошек, где художница прорисовала именно действия, даст вам какие-то подсказки. По сути дела, ведь это метафора. И моя надежда на то, что мы с вами проведем приятное время, и вот как раз какую-то свою ситуацию или какой-то жизненный пазл вы переложите на образы карт и, просчитать сумеете то, что для вас сейчас может быть наиболее актуально, или то, что вам не дает покоя. И основной ракурс на неожиданности этой недели, а они могут у нас быть с 21, точнее с 22 уже Плутон в Водолее, и это на нас, на всех оказывает влияние в виде каких-то перемен, как информация может приходить, могут и события в нашей жизни происходить, которые словно подводят нас к какому-то итогу. Кроме всего прочего, еще очень планетарная такое событие, когда Марс и Венера в одном знаке Козерог, и какая-то личная жизнь у кого-то может решаться, тоже такой, знаете, судьбоносный какой-то поворот. Ну, давайте узнаем, что для вас, по крайней мере, на картах Таро, что Таро думают на эту неделю для знака зодиака Стрелец 22-28 января. Первая карта, что важно знать. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? Посмотрим энергии по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же важно знать для вас, мои дорогие стрельцы? Вообще стабильная неделя, уверенная, обратите внимание. У нас изображен кот, это король пентаклей. Правда, это тот человек или те люди, которые сделали где-то себя сами. Но это уверенность, надежность, когда есть деньги, когда мы отстраиваем свое благополучие с таким прицелом на будущее. И сам по себе кот удивительный. Он закрыл глаза, но мудрый, как будто кот, на всякий случай придавил лапой пентакль для надежности, и на сундучке так тоже покоится достаточно уверенно и среди как будто прекрасной обстановки, словно райский сад, потому что грозди винограда – один из символов благополучия, изобилия, процветания. Вот как может быть, конечно, встреча с человеком, который буквально рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Может быть, и вы имеете там асцендент, но все же мы смотрим, что важно знать. Вот такие надежные энергии, они будут важны. И чего бы это ни касалось. Отношения, значит, искренние и надежные. Если работа, то тоже что-то, то, что вы можете где-то не беспокоиться о завтрашнем дне, когда люди вас окружают, и вот близкое какое-то окружение, на которых вы тоже можете положиться. То есть сам есть как и прогресс на будущее, так и в сегодняшнем дне мы не сомневаемся. И хоть это люди, повторюсь, хоть это какие-то события, пусть даже и обстоятельства какие-то, но вот, видимо, вот эта уверенность, что важно знать, по сути дела, так. Может быть, это вы как раз свое благополучие будете отстраивать. Конечно, у кого-то банально может проиграться не только личная жизнь, а, к примеру, документы, вопросы денег, вопросы работы или составление какой-то бумаги очень важной, которая имеет подсмысл тоже финансовый. Может быть, согласование в банках. Наверное, вот все то, что нашего благополучия касается, по этой карте проходит. Давайте мы посмотрим. Неожиданности. Дай бог всем таких неожиданностей. Девятка пентаклей нам говорит. Вообще, это карта самодостаточности. И вот все то, что я перечисляла по королю пентаклей, правда, у вас как будто в неожиданности. У кого-то
как возможность, новая возможность заработать. У кого-то, может быть, и вторичный заработок или пассивный доход, мои дорогие. У кого-то из вас это как важное решение: я буду работать на себя. Развитие вашего хобби, монетизация вашего творчества, мои дорогие. Получение новой должности, амбициозные планы, все же самодостаточность. Вот и, пожалуй, к слову, самодостаточность, любая составляющая, то, что для вас будет актуально, может быть, это какой-то мелкий штрих, но он будет иметь большие последствия для вашего благополучия. Чего-то не пропустить раз и сохранять все то, что вы имеете, как будто приумножение чего-то идет. У кого-то, кстати, по королю Пентаклей могут пройти, ну, в семейных вопросах или в личной жизни, вот как партнерские отношения, что-то важное может решиться, вполне вероятно. Опять же, с таким привкусом надежности, уверенности. Но это в целом все то, что нас радует, как и деньги. Посмотрите, все-таки две пентаклевые карты, и они как раз и говорят о том, что как и неделя сама по себе благополучная или где-то благотворно влияют, может быть, события, обстоятельства для решения тех или иных вопросов. Так словно и пространство вам помогает, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Ну, понятное дело, вот если такая надежность, то мечам тут уже не время. Не время, кстати, знаете, может какая ситуация проиграться. Все-таки десятка мечей – это когда мы закрываем в прошлое дверь. Мы можем думать, что мы решили какой-то вопрос раз и навсегда, но, видимо, нам говорят: нет, не думай, что ты уже как будто расставил все точки над «и». Какая-то ситуация словно может вернуться. Может быть, это будет связано с конкретным человеком. Или, мои дорогие стрельцы, бывает ведь банально, под каким-то документом не поставили печать, подпись, сказали, надо переписать, что-то исправить, и, может быть, придется что-то корректировать или переписывать буквально. Или это будет связано с человеком, когда он снова может объявиться в вашей жизни. Просто возьмите себе на заметку. Ну вот нельзя, наверное, быть во всем уверенным в этой неделю, что в чем-то вы уже как будто с чем-то разобрались. Ну мало ли, какой-то нюанс. Но это не значит, что мы заново что-то переживаем. Мы переводим просто, уже как будто перевели прежние переживания, разочарование, горечь какую-то просто в опыт. И нам опыт теперь этот помогает. Что же помогает по мнению карт? Знаете, когда вы надеетесь сами на себя. При всем благополучии карт, ну, правда, король Пентаклей, мы говорили, надеется сам на себя, и я сказала, это те люди, которые сделали себя сами. Карта отшельника. Но, видимо, не ждать помощи от кого-то или, может быть, не очень рассчитывать на людей. Увы, люди нас часто подводят. И вообще, что помогает? Когда я вот люблю эту карту, знаете, за что? И вот в плане значения, что помогает, когда никто не мешает. Я искренне говорю об этом, потому что когда мне выпадает карта отшельника, это точно. Вот что я себе запланировала, ну нет помех. И поэтому где-то могу с точкой сказать, что явных помех не будет. Есть и какие-то мелкие нюансы, тонкости, шероховатости. Это не помеха, это так, это детали, на которые мы можем повлиять, изменить и так далее. Но в целом глобально препятствий как будто нет осуществить свой проект. И где-то будет помогать, мои дорогие стрельцы, когда вы на своей волне. Слушайте, кстати, интуицию. Посмотрите, как интересно. Хоть у нас и кошки, но я думаю, видно даже с этого положения. Нет, немножко отсвечивает. Что отличает отшельника? Всегда имеется фонарь. Почему? Это прообраз нашей интуиции, шестого чувства. И даже второго языческих кошек фонарь находится как будто на палке, на хвосте держит кот и взбирается наверх. То есть хоть камни с неба, хоть какая обстановка, хоть темно вокруг, хоть пусть там кто-то сомневается, что получится тот или иной проект. Главное, чтобы мы сами в чем-то не сомневались. И даже если нам какой-то путь придется или дело конкретное проделать в одиночку, у нас обязательно это получится. Нам никто не помешает. Карта нам еще о чем говорит? Когда мы не очень делимся своими планами. Помните, что счастье и удача любят тишину. И если у вас вы получаете деньги или в личной жизни у вас что-то вот намечается, вроде
может быть, как выход из какой-то сложной ситуации. Или у вас получилось с кем-то договориться, или какое-то дело вы обустроили. Не распространяйтесь. Люди имеют свойство завидовать. Вот где-то такой момент, как у отшельника, он идет своим путем. И вот вам он будет тоже помогать. Но, видимо, тишина, она определенно сыграет для вас плюс. Поэтому даже если очень хочется поделиться, видимо, не на этой неделе, ведь это старший аркан. Ну, кто знает, как ваше слово будет истолковано. Поэтому храните молчание. Что скрыто? Праздник. Правда, вот несмотря, с одной стороны, две пентаклевые карты, мы сказали, да, благополучие, надежность, и вообще все как бы изобилие, процветание вот в эту сторону движется. Какая-то ваша история или какая-то составляющая вашей жизни. Но, тем не менее, карта отшельника немножко, ну, как бы на своей волне. И тут все-таки у нас три кота. Всегда, когда тройка кубков выпадает, вы в центре внимания. Вокруг вас будут люди. Может быть, поэтому нам говорят, что ты, стрелец, можешь оказаться в какой-то компании, не распространяйся о себе. Праздник как будто скрыт. Может, это проигрывается вам сейчас тяжеловато, мои дорогие стрельцы. На душе как-то, может быть, и хотелось с кем-то поделиться. Или, ну, усталость. Такое тоже может проигрываться, когда, ну, где-то делегировать, может быть, что-то хочется. А нам говорят, нет. Вот есть, видимо, та составляющая в вашей жизни, которую вот вы именно должны сделать. Потому что вот только у вас получится сделать что-то хорошо. И после этого, не сомневайтесь, будет праздник. Какой-то вопрос вы решите, мои дорогие стрельцы. Это факт. Дела, работа, бизнес, ну точно решите. Вы словно себе, ну, двери в будущее откроете. Карта прогресса. Может быть, какая-то патовая сложная ситуация. Несмотря на все благополучие, карта как раз и говорит, это у тебя сейчас своего рода экзамен жизни. У кого-то это может быть связано с документами, согласованиями, обстоятельствами на работе. Ну, есть, видимо, тот какой-то нюанс в вашей жизни или в какой-то рабочей ситуации, или это по документам, когда, правда, вам либо переделывать приходится, либо делать вообще как-то по-другому. Потому что по тройке пентаклей мы как будто учимся, и на карте так и расположены коты, как будто один учит, как пролезть вот, или поймать эту самую мышь. И это правда своего рода экзамен, как правильно поступить. У кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, это конкретный экзамен. Получаете сертификат, заканчиваете какое-то обучение. О чем нам говорит карта? Любые как будто начинания или изучение, или даже добавление каких-то как новых возможностей заработка, к примеру, да, или добавление, к примеру, вы выучили иностранный язык. Вот все то, что вы учите теперь, когда вы открыты миру, когда вы открыты новым возможностям, понимаете, вот это интерес где-то и оптимизм, тогда вот эти самые знания вы видите для себя широким ракурсом, и вы их можете приложить на практике, в конечном итоге получить деньги. То есть поэтому и карта прогресса считается. Вот здесь у вас прогресс по делам, по учебе, по вашим начинаниям, по сумасшедшим каким-то проектам. Почему нет? Потому что у вас сейчас все под контролем. Тут правда себя в чем-то попробовать. И если долго раздумывали, начать свое дело. Шикарно. Как хотя бы первые какие-то шаги есть смысл. Ну, сделать, попробовать. Финансы. Мне даже нечего добавить. Карта мага, мои дорогие, все стихии у вас в руках. Но, несмотря на всю силу, когда карта мага, конечно, это стойкость. Это стойкость в своих решениях, где-то терпение, терпение к деталям, умение выдерживать паузу, умение выжидать, безусловно, вот он этот отшельник, умение идти своим каким-то путем, в своем направлении, и у нас обязательно все получится. Видимо, правда, вопросы заработка или откуда ко мне вообще будут приходить деньги, может быть, что-то глобальное для вас решается. И ведь карта мага на деньги, это не конкретно что вот мы деньги получаем на этой неделе, ведь это опять же старший аркан. Здесь идея для мага не сама по себе материальная какая-то составляющая. Да, он работает в нашем материальном мире, но для него
какая-то более высокая цель стоит. И вот для вас, для того, чтобы у вас где-то, но состоялся вот этот денежный дождь. У вас серьезные арканы, мои дорогие. Стрельцы, важна вот именно та самая идея или духовность, или, ну, все же я больше склоняюсь, что что-то возвышенное, или для чего вы зарабатываете деньги. К примеру, если вы хотите решить какой-то вопрос, ну, чтобы вы меня правильно поняли, то надо не говорить, что я хочу больше денег заработать, я вот их в карманы положу или куда-то там еще переложу в банк, положу на проценты, или я что-то там куплю, я вот что-то приобрету. Нет, тут нужно поменять логику своего мышления и сказать, вот то, что я делаю, будет полезно людям. Или тот проект, который я задумал или задумала, или я хочу себя попробовать в этом деле, и я думаю, что люди откликнутся, это хоть кому-то будет либо полезно, либо интересно. А может быть, это вообще будет какое-то продолжение. То есть вот поменять как-то вам карта предлагает взгляд как на собственный заработок, так и на свои возможности. Стать магом, волшебником. Мои дорогие стрельцы, в личной жизни. У кого-то переезд, у кого-то поездка. Вообще, знаете, опять же, старший аркан, мои дорогие, маг со звездой. В колоде Таро всего две карты, которые рассказывают нам о выборе правильного направления. Это карта Солнца, которая где-то, ну, несколько месяцев, полгода. И карта Звезда, та, которая на 10-20 лет, по Плутону. Мои дорогие стрельцы, повторяюсь, с учетом всех арканов, у вас на этой неделе, и немного забегу вперед, возможно, и на следующий, потому что старшие арканы, они не проигрываются в одну неделю. Обязательно будет отголосок где-то до месяца. Но, видимо, в эту неделю то, что вы заложите, или что-то как предложение к вам приходит, или ваш какой-то собственный инсайт, это как раз может быть своего рода начало. Так вот, даже мысль какая-то, как мечта, или пусть это из области иррационального, особенно по звезде. Не гоните. Значит, если вам какая-то даже сумасшедшая идея пришла в голову, поверьте, она не просто так в вашей голове появилась. Не просто так это оформилось в вашем сознании. Для чего-то, может быть, эта подсказка вам нужна. Есть смысл додумать, проанализировать, каково бы это, ну, так вот, неправдоподобно на первый взгляд не казалось. Для кого-то может проиграться все достаточно, ну так, банально, как правда, переезд или релокация офиса, и вы будете переезжать своей семьей, допустим, куда-то очень далеко, да, в другую страну. Для кого-то из вас по карте звезда – это исполнение нашей мечты, которую вы буквально приступите на этой неделе. Для кого-то из вас может быть личная жизнь с учетом короля Пентаклей, как раз возможность соединиться с тем человеком, с которым вы были на расстоянии. Для кого-то это семья, а для кого-то это тот партнер, которого вы уже знаете, мои дорогие. Тут вот не должно быть никаких иллюзий. Если не знаете, то тут, наверное, не об этом говорит карта, а скорее, если у кого-то, например, сейчас все-таки становятся популярными вот эти интернет-знакомства. Вот тут надо быть реалистом скорее, чтобы чего-то не прошляпить, я бы сказала так. Все-таки про скамеров мы не забываем. Есть и мужчины, и женщины, поэтому как бы тут касается всех. Но вот здесь что-то для себя, начиная с какой-то надежности, уверенности, то, что вы условно можете просчитать уже теперь, на последующий период можно для себя задумать как новое качество жизни, по сути. Об этом нам говорит карта Звезда. Но и, наверное, не только про личную жизнь, все-таки звезда. Сияете, как звезда, мои дорогие стрельцы. И напрямую и так звучит значение карт. И поэтому, если вы хотите быть популярным, быть известным, стать медийным человеком, вот какого бы направления или области не касалась ваша задумка или мечта, верьте в мечту. У вас, правда, все получится. Понятно, что к этому придется прилагать усилия. И нам вот как раз об этом карты говорят. Оно не произойдет само по себе. Нет, здесь и перестройка как нашего видения обстоятельств
так и конкретные какие-то действия, они предполагаются, но возможности, они у вас есть. Перекладывайте на себя. У кого-то это любовь какая-то, может быть, правда. У вас много старших арканов. И, правда, судьбоносные события для вас словно на этой неделе могут произойти. Самое главное – выйти судьбе навстречу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.